Всем еще раз доброе утро. Я тут спрятался в тенек за виноградом, поэтому у меня лицо будет немножко такое в тени. Надеюсь, ничего страшного. Раз уж мы тут сели с вами завтракать, давайте немного и поговорим. Мне много кто писал в комментариях о том, что хочется, чтобы был отдельный ролик формата ответы на вопросы по типу, как я переехал в Португалию, а чем я занимаюсь, а мои увлечения, а где я до этого работал, а где искал дом, а соседи, а знаю ли я португальский, а на каком языке общаюсь, а чем я еще занимаюсь. Ну и, в общем, много-много всего, как в целом про дом, про Португалию, так и про меня конкретно. И я, наконец, решился записать подобный ролик, но здесь мне потребуется ваша помощь. Я не придумал ничего лучше, как спросить конкретно у вас, а что бы вы хотели знать обо всем об этом, поэтому можете в комментариях под этим роликом задавать абсолютно любые вопросы, и если эти вопросы не будут касаться темы ролика, я автоматически буду считать, что это вот вопрос для специального выпуска, я как-то помечу, что я себе это записал, и уже в ближайшее время выйдет ролик формата ответы на вопросы, где я в приятной беседе вместе с вами, вперемешке, может быть, с работой, буду отвечать на эти вопросы. Вот, поэтому пишите в комментариях все, что вас интересует про Португалию, про меня, про дом, про жизнь, про увлечения, про путешествия и все-все-все на свете. Давайте познакомимся с вами чуть ближе. Ну а сейчас желаю всем приятного аппетита, если вы едите. Если вы не едите, налейте себе чашечку чая, кофе или того, что вы любите. И еще раз приятного аппетита. На ближайшие 3 дня обещают пасмурную погоду, а это знак, что я должен наконец-таки заняться огородом, разметить грядки и высадить рассаду помидор, перцев, баклажанов и тыквенных на постоянное место. Хочу максимально вложить все силы в сегодня, завтра и послезавтра. Ну, конечно, посмотрим, мало ли днем все равно будет жарко, но если будет вот такая вот облачная погода, то, мне кажется, вообще будет супер. Сейчас хочу разметить грядки, расположить их с севера на юг, с юга на север. Я вообще почитал в интернете, поспрашивал у чата GPT, как лучше сделать. Ну, вообще все делают по-разному. Конечно, чтобы сделать максимальное количество освещенности для растений, нужно располагать с севера на юг. Таким образом, как бы солнце с востока на запад полностью в течение дня будет освещать растения. Но мне кажется, в Португалии это не особо важно, потому что здесь солнца и так очень много, и оно испепеляющее. Ну, окей, сделаю. Важно понимать, что я не собираюсь делать сейчас прям полноценные грядки, высокие грядки. У меня есть просто вот небольшое поле, которое я размечу, и по факту не то чтобы вскопаю, а прорыхлю и посажу туда рассаду. Оставлю все сено и мульчу для того, чтобы земля не перегревалась и не нужно было часто поливать. Если у меня руки дойдут, то в ближайшие дни сделаю еще автоматический полив. У меня здесь есть вот такой вот резервуар для воды. Более того, он подключен к насосу. И вот, в общем, я думаю, что этот насос можно настроить на временной полив. Я купил специальную розетку с таймером, а к нему уже подсоединить разводку по огороду. Что из этого выйдет, посмотрим, но вы точно об этом узнаете, как о процессе, так и о результате. У меня есть вот такая вот зеленая веревка для разметки, бамбуковые колышки. Это нужно для того, чтобы я землю взрыхлил параллельно, а не как-то вот так вот. А дальше, понятно, уже буду использовать хорошие жерди для того, чтобы подвязывать растения. Ну что, погнали!
Так, ну все, разметка сделана. Я сделал 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну как бы линий гряд, так это назовем. Посмотрим, если не хватит, то всегда можно что-то придумать. Но думаю, что этого должно хватить. Посмотрим. У меня по факту что? У меня очень много томатов. У меня всего лишь 3 кустика баклажан. У меня, острого перца кустов 10. Но в целом его можно посадить и в другое место. Ну а тыквенные у меня пойдут просто вот здесь. Плюс там еще 2 тыквенные, которые плетистые тыквы. Их я высажу просто на какую-нибудь перголу для того, чтобы она по ней велась. Ну что, сейчас поехали. Будем пытаться что-то подчистить, подкопать, посмотреть вообще как грунт. В целом я втыкал когда колышки. Земля под мульчой достаточно мягкая. Это хороший показатель, но посмотрим, что будет по факту. Вот этой штукой очень удобно. У нее 3 зубца. И я просто подкапываю. Земля на самом деле очень мягкая. Слушайте, у меня тут появилась идея. А что, если не нужно взрыхлять всю вот эту гряду, а только подкопать совком там, где буду сажать непосредственно рассаду, то бишь томат? Мне кажется, что грунт, мягкий, и томат спокойно сам может, найти себе дорогу корням. Мне кажется, что я просто, лишние усилия прикладываю, да, которые мог бы сэкономить. Пу-пу-пу. Надо вспомнить, у кого там поверхностная корневая система, у кого нет, у кого стержневая. Так, у перцев и огурцов точно поверхностная корневая система. Если ошибаюсь, напишите, пожалуйста, в комментариях, поправьте меня, а то я еще тот агроном. А у томатов, если не прищипывать, то есть один общий стержень, насколько я помню, от которого идут развилки. Она немножко мочковатая, но вроде как стержневая. Возможно, я несу полную ересь. В общем, господа садоводы, огородники, агрономы, если есть среди вас такие, напишите, пожалуйста, в комментариях, что там по корневой системе-то. А я вот думаю, на всякий случай схожу за совочком, таким, который можно подкопать, и посмотрю, можно ли луночки подкопать каждую по отдельности. Я вернулся вот с таким вот совочком. Сейчас попробую, подкопаю, но даже руками. Грунт мнется. Если так, то я не буду ничего перекапывать. Слушайте, мне кажется, я буду заниматься пустым тратом силы. Да, вообще идеально. Вообще супер. Сейчас покажу вам. Вот здесь вот. Давайте подкопнем. Просто совочком. Я ничего до этого не взрыхлял. Посмотрим. Мне кажется, почва вообще, не каменная, и корни спокойно найдут себе дорогу. Я принял решение ничего не перекапывать. Просто совочком
сделать лунки для рассады томатов и их туда посадить. Ну что, тогда сейчас просто план расчистить сено, дальше подготовить лунки и уже сделать посев. Выглядывает, конечно, солнышко, но я надеюсь, что это временно и тучки его снова прикроют. Я подготовил вот такие гряды. Я бы не сказал, что это грядки. Пускай это будет гряда. Сюда сейчас хочу посадить томаты, затем провести между рядом капельный полив, автополив. Вот, посмотрим, хватит ли то, что я разметил для тех саженцев томатов, которые у меня есть. Если нет, размечу еще, благо это не так долго и не столько сил занимает, как я думал. Ну и напомню, что мне нужно будет еще место для посадки баклажанов и перцев, но в целом, опять же повторюсь, что это не так много времени занимает. Что я сделал? По факту я просто сделал разметку веревкой, чтобы они были параллельные, ровные, с одинаковым расстоянием между друг другом. И просто раздвинул траву, повыдирал лишние сорняки. Первую гряду я попробовал перекопать, назовем это вилами. Получилось супер, но потом на второй гряде я уже вам показывал, что я попробовал подкопать совочком лунку для посадки, и получилось отлично. Земля рассыпчатая, мягкая. Я думаю, что у корней рассады не будет сложности для того, чтобы пробивать себе путь и добывать питание. Ну что ж, можно, думаю, идти за рассадой. А нет, за какой рассадой? Мне сначала нужно все это подписать, поставить таблички. У меня же на ничего не подписано. И вообще понять, какие из них низкорослые, высокорослые. Потому что от этого потом зависит, буду ли я их подвязывать или не буду. Так, ну как вы понимаете, 9 утра. Вообще, в целом, по моим видео всегда можно понять, сколько сейчас времени, потому что здесь не так далеко церковь, и у нее колокол бьет, ну, ровно, к примеру, в 9 утра, потом, насколько я понимаю, в 9:10 и в 9:30. Ну, и по праздникам, и по выходным. В воскресенье всех собирают на ярмарку, к примеру. Я посмотрел, у меня посажено 19 сортов томата, но это не значит, что каждого сорта по одному корню, зачастую их по 4. Что хочу сделать? У меня есть вот такие вот прекрасные таблички, на них еще остались надписи с прошлых посевов, допустим, вот перец «Нежность», насколько я помню, что-то так там называется. Нежность, красный, P1. P1 это маркировка. Сейчас я хочу их немножко протереть салфеткой со спиртом, стереть лишний маркер и посидеть, просто поподписывать номера томатов. К сожалению, на каждый сорт придется только по одной табличке. Табличек у меня немного, но я в целом пойму. То есть у меня будет посажен куст, в него вставлена табличка, и следующие, там, не знаю, 2-3 куста томата, это значит, что относится к этому сорту. Как только начинает следующая табличка, следующий сорт. Все очень просто. Погнали! Не очень удобно на разнообразных европейских томатах не указаны, ну, либо я не вижу, высокорослый ли это сорт, детерминантный или среднерослый. Это из Нидерландов я привез эти семена. Как вам томат Moneymaker? Надеюсь, он мне очень много Moneymaker.
Так, ну все, я все подписал. Сейчас я проверю и рассортирую томаты, где какие у меня стоят. Мне стоит уточнить, что это не все. Ну, то есть, ладно, рассадой это действительно все, но не так давно я собирал еще черенки, то бишь пасынки с других моих томатов, их укоренил, и там, я думаю, штук 30 еще. В общем, земли у меня много, я просто буду их пихать в любое место. Если что-то из этого вырастет, почему бы нет? Но это все родное. Это все из рассады. Они немножко подвытянулись. Маловато им уже здесь места, было жарко, темновато, возможно, потому что старался их спрятать. Но как-то так. Ладно, я посчитал. Рассадой у меня 50 кустов. 50! Я что с этим делать-то буду? Я не понимаю, 50 кустов. Это какой-то кошмар. Что я могу сказать? 50 кустов рассадой, около 30 черенков еще в воде ждут свою посадку. Видимо, я обеспечу томатами всю мою португальскую деревню. Окей. Ну что, теперь можно пойти сажать их. В каждую лунку буду кидать по таблетке аллерина и гамаира. Это не реклама, просто вычитал в интернете, что это помогает от всяких грибковых заболеваний и инфекций. Эти еще привез из России. Все еще у меня остались. Ну, думаю, лишним не будут. Томаты я все посадил. Ну, все те, которые были рассадой, не те, которые были черенками. Те, которые черенки, они еще стоят, у меня в воде корни дают. Но я думаю, что их я просто распихаю по участку в разные углы. Не буду садить в такие организованные грядки, так скажем. Но помимо всего этого, у меня есть вот такой вот ящик с рассадой острых перцев. Конечно, это уже не рассада, это полноценные взрослые кусты. Но они у меня находятся в небольших горшках, это 0,5 литра, и, конечно, просятся уже давно посадки в грунт. Что это за перцы, какой это сорт, все ли они острые, честно, я не знаю. Потому что я не подписал горшки, их тоже надо посадить. Что с этой тонной острого перца делать, я не знаю. Буду раздавать, видимо.
На каких-то уже есть перчинки, на каких-то завязи опадают, потому что не хватает им питания. Где-то есть коронный цветок, его нужно будет удалить сейчас. Ну и постараться как-то их рассортировать примерно по внешнему виду, как они выглядят, да. Есть вот какие-то такие с толстым стволом, есть более, ну, кустистые, я бы сказал. Сейчас вот покажу вам. Вот такие вот. Но, очевидно, это разные сорта. Я ничего не посынковал, не убирал. Знаю, так делать нельзя. Ну, подумал, ничего страшного. Если это был бы сладкий перец, я бы сделал все по нормам, оборвал бы все пасынки, зачистил бы стебель, убрал бы все коронные цветки сразу и дал бы развиваться. Но так как у меня этих кустов острого перца тьма, решил их немножко запустить. Ну а на самом задохлике просто самый задохлый перец. Он у меня несколько раз падал, из него вывалился грунт. Есть уже плод. Я удивлен вообще. Есть вот такие вот кусты. Очень красиво, кстати, выглядят. Мне кажется, вообще даже в кашпо такие перцы выглядят красиво, когда особенно если у них яркие плоды. Вообще супер. И есть на удивление что-то вот похожее на сладкий перец, достаточно толстый ствол, большие листья. И вот здесь есть коронный цветок. Вот он. Его нужно будет удалить. Но я посмотрю, завязался ли там плод или нет. Ну, конечно, все коронные цветки из центральной развилки нужно удалять, потому что они забирают на себя основное питание. Ну, это мое мнение. Я и делаю так, и не делаю, но, в общем, можно поэкспериментировать. Еще интересный момент. Многие садоводы в интернете говорят, что перец нельзя заглублять, ствол не даст новые корни. Все он даст. Уже не первый раз замечаю, что если заглубить перец, даст он корни. Ну что, пойду сажать перцы. Сейчас также пересчитаю, сколько их, подготовлю лунки и буду садить. Посажу просто в продолжение томатов, не буду ничего выдумывать. Думаю, что все будет неплохо. Если вам понравился ролик, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Буду рад вашим советам и до встречи. Ой, я впервые за последнее время вышел позавтракать на улицу. И, конечно же, у соседей стройка началась именно сегодня. Не было все эти дни. Ну, давайте я поговорю. А что ты такой вкусный?
Я в восторг. Огурец вкусный, но мне кажется, я его перерастил чуть-чуть. Но хотя бы вкус огурца. Ну как? Здесь. Что хочу томат. Господи, что за крышесносный томат? Надо посмотреть, что это за сорт. Это вообще законно? Нет. Во фрагменте, где я готовил еду, вы должны были заметить, что я распечатал португальский сыр и потом снимал с него вот эту легкую кожицу, да. В португальском сыре не едят вот эту кожуру, как, к примеру, в французском или любом другом. Обращайте внимание, я только на 3-й год жизни в Португалии прочитал инструкции. Здесь написано «экашка нал кумер», то есть кожура от сыра не естся. Потому что она покрыта, там, видимо, всякими бактериями, может быть, она покрыта воском или чем-то подобным. В общем, обращайте внимание на инструкцию, что кожица не естся.